иди сюда, малыш, иди сюда. Вот мы какие, да, вот мы какие. Бульк, чё булькаешь? Булькаешь? Не надо булькать, скажи привет. Привет, скажи все. Да, спасибо. Ну, гуляй. Будешь слушать про хинди? Про хинди, да. Hey, this is Daniel Production Channel Namto Sunauga. Я рад приветствовать всех вас на сегодняшней рубрике изучения хинди. Первое видео про хинди выходило неделю назад, ссылка будет в описании. Ну а сегодня мы поговорим о самых сложных словах в хинди. Поехали! Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Также пишите комментарии, пишите, что вы думаете об этих видео. Было ли это полезным, было ли это интересным. По крайней мере, сейчас будет довольно забавным. Это видео создано не для того, чтобы посмеяться над языком, над словами в языке, а просто с целью донесения информации о том, что бывают такие вот сложные, смешные слова на хинди. Всем добра, мира и любви. Не пыхти. Многие слова в хинди очень простые, как я говорил в предыдущем видео про хинди. Но встречаются довольно сложные. Например, Вишвавидьялай. Это, наверное, одно из самых длинных слов на хинди, которые я вообще слышал. Вишвавидьялай — это значит университет. Конечно, по-русски тоже длинно, но на чужом языке всегда сложнее запоминать такие длинные слова. Как я это запомнил? Вишва — это, по-моему, на санскрите школа или институт. Школа, по-моему. Видья — это, от слова ведать, то есть узнавать. Вишвавидьялай, то есть школа, где я много чего узнаю, то есть университет, такая высшая школа получается, что ли. Но это слово далеко не самое... Бант, не копай яму в полу. Молодец. Но Вишвавидьялай покажется одним из самых легких слов на хинди по сравнению со следующими примерами. Направо и налево. По-русски эти слова звучат довольно по-разному. Есть направо, то есть правильный путь, направо, можно так запомнить, и налево. По-английски right, left. Если от вас, то right, left. Вот так, да? То есть от меня вот тоже. Тут и без языков-то путаешь право и лево. Но на хинди эти слова отличаются на одну букву. Баян и даян. Что из них направо, что налево? Объясните мне, пожалуйста, и как это запомнить? Я думал запомнить так. Буква Б идет направо. От вас, опять же, направо. Сложно показывать, сам показываю налево. Значит, это слово направо. А дайн, соответственно, налево. Но нет, наоборот. И, то есть, как это запомнить? Баян и дайн. Тебя спрашивают, эй, подскажи, где находится магазин, не знаю, музей, Красная площадь, Тадж-Махал. И ты стоишь и думаешь, как вот объяснить? Вот я знаю, где это, да, куда пойти. А вот как это объяснить вообще? Баян или даян? Думаешь, Б или Д, Б или Д? По-моему, проще сказать из тараф в эту сторону и не заморачиваться. Для меня это стало одним из сложных слов. Двумя сложными словами. Итак, мы переходим к сложно произносимым словам. Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что всех скороговорки он перескороговорит, перевыскороговорит. Но заскороговорившись, скороговорун выскороговорил, что всех скороговорок он не перескороговорит, не перевыскороговорит. Это у нас просто по технике речи скоро будет зачет, и вот я тренируюсь. Кстати, если знаете скороговорки на хинди, пишите в комментариях. Отберу самые интересные, самые труднопроизносимые и сделаю отдельное видео об индийских скороговорках. Ну так вот, почему я о них заговорил. Дхадакн. Как это произнести нормально? Еще раз. Дхадакн. Дхадакн. Дхадакн или дхадакн. То есть там даже непонятно, что за звук в конце. Дхадакн. Мирадил. Дхадак. Картая. Дхадакн. Короче, это сердцебиение. Причем непонятно, там Д или это странная буква Д. Да, язык сломаешь. Но дальше еще веселее. Слово «сомнение» переводится на хинди как «джхиджхак». Джхиджхак. По-моему, даже смешное какое-то слово. Я скоро буду делать видео о самых смешных словах на хинди. Возможно, это будет в следующем видео про хинди на следующей неделе. Но произнести это тоже довольно сложно. Джхиджхак. Как будто чихнул. Хотя... Джхиджхак! Нет, не похоже на чих. Нет, не похоже, я ошибся. Но какие-то ассоциации такие забавные вызывает. И самое сложное по произношению слова за сегодня. Яджня. Яджня.
Яджня. Как это произнести нормально? Яджня. Индийцы очень быстро говорят всегда. Чтобы успеть за индийцем, надо очень хорошо разбираться в языке или беседовать с индийцем, который очень хорошо знает английский, и 90% слов он употребляет английские. Но когда вот так вот человек говорит быстро-быстро-быстро, как понять это слово? Яджня. И как его произнести правильно? Яджня. Яджня. Почему такое странное слово? Вообще это означает жертвоприношение или ритуал, по-моему, так. Но почему яджня? Яджня. Яджня. В общем, довольно странно звучит. Если кто-то, кто хочет изучать этот язык, смотрит это видео и подумал, зачем мне такие сложные слова учить? Во-первых, посмотрите мое предыдущее видео про хинди, вот здесь. Да, вот здесь вот сейчас появится ссылочка. А во-вторых, сейчас дополним тот список из того видео еще 2 словами, которые для русскоговорящего туриста довольно просты в запоминании. Одно из этих слов «сона». Почему это легко запомнить? Потому что сона – это спать. А когда мы спим, мы что видим? Правильно, мы можем увидеть сон. Видим сон, значит спим, значит сотахе. Но сота уже похоже на пчелиные соты. Это затрудняет ситуацию. Но в неопределенной форме это звучит как сона, так что все достаточно легко. И еще одно добавление к тому, что связывает русский и хинди из предыдущего видео – обращение на «вы». В английском этого нет, то ли всех на «вы», то ли всех на «ты», только «you». А в хинди, если ты говоришь человеку «ты», значит «тум». Кстати, тоже очень похоже на русский вариант. А если ты говоришь «вы», это уже up. Ну, еще G добавить, это вообще уважение абсолютное, sap. Но об этом позже, об этом уже в других видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, пишите комментарии. Очень приятно, когда видишь обратную связь. И тем более это помогает развиваться каналу. А этот канал Daniil Production только начинает развиваться. Так что ждите новых видео. На этой неделе начались реакции с моей мамой. Надеюсь, вам понравится, так что ждите, смотрите. В конце видео вы сможете перейти на видео с реакциями на индийское кино, а также следите за тем, как я изучаю хинди. Спасибо, что посмотрели это видео. До скорого!